Обычно Google панорамы нужны, чтобы найти нужный подъезд или заранее посмотреть незнакомую улицу. Но иногда один щелчок по карте переносит тебя туда, где улицы давно опустели. Дома поглотил песок, а камера Google стала последним свидетелем места, в которое люди уже не возвращаются. Сегодня мы спустимся по айсбергу самых страшных мест Google панорам, так что усаживайтесь поудобнее. Сейчас будет жутко. Начнем с панорамы, которая выглядит как какой-то сюр. На тихой улице в Токио камера замечает 8 человек. Они стоят почти неподвижно и смотрят прямо в объектив. Вместо лиц у каждого огромная маска голубя. Интернет быстро придумал им десятки объяснений. От странного культа до существ, якобы случайно попавших в наш мир. Реальность, скорее всего, проще. По опубликованной версии, участники заранее узнали о съемке и устроили для оператора постановку. Но есть деталь, которая все равно работает. Панорама не объясняет шутку. Она просто оставляет тебя посреди улицы перед 8 безмолвными фигурами. Это еще не самое страшное место. Я бы сказал, это совсем пока лайт. Спускаемся ниже. Рядом с шоссе, в финском Суомо-Салме, стоит почти 1000 человеческих фигур. У них деревянные тела, головы из торфа и настоящая одежда, которую меняют дважды в год. Издалека это похоже на толпу, которая молча ждет у дороги. Инсталляцию создал художник и танцор Рэйо Келла. Первая версия появилась в 1988 году, а на нынешнем поле фигуры стоят с 1994. Автор не закрепил за работой единственное объяснение, поэтому зрители видят в ней все что угодно. Забытый народ, погибших на войне, или людей, покидающих сельскую Финляндию. На панораме особенно тревожно другое. Машины продолжают проезжать мимо. Одежда двигается от ветра, но ни одна голова не поворачивается. Ты смотришь на толпу, которая никогда не ответит на взгляд. Здесь фигуры изображают неизвестных людей. В следующей деревне у некоторых кукол есть имена, профессии и лица тех, кто когда-то жил рядом. В японской долине Ия находится Нагора, деревня, где кукол стало больше, чем людей. Их можно увидеть на остановке, у дороги, на строительных лесах и в закрытой школе. В классе они сидят за партами так, будто урок закончился всего минуту назад. Цукими Аяна начала делать фигуры после возвращения в родную деревню. Одной из первых стала кукла, похожая на ее отца. Затем появились образы других жителей, покинувших Нагору или умерших. Постепенно пустые места заняли сотни рукотворных двойников. Панорамы позволяют пройти по деревне почти в полном одиночестве. И чем дольше смотришь, тем меньше это напоминает туристическую достопримечательность. Нагора выглядит как попытка не дать месту исчезнуть, заменив каждого ушедшего человеком, который больше никогда не уйдет. Пока что все пугающие фигуры были созданы намеренно, но ниже начинаются места, которые никто не планировал превращать в декорации. Их оформляли уже песок, соль и время. Посреди пустыни Намиб стоит немецкий шахтерский город, в комнаты которого теперь входят не люди, а песчаные дюны. Калманскоп вырос после обнаружения алмазов в 1908 году. Здесь появилась больница, школа, театр, казино и даже фабрика льда. Европейский город, построенный в одном из самых сухих мест планеты. Когда месторождения начали истощаться, жители уехали. К 1956 году город опустел. Пустыне хватило нескольких десятилетий, чтобы войти через разбитые окна и заполнить дома до середины дверных проемов. На Google Maps Калманскоп лучше изучать через спутник и пользовательские 360 панорамы. Внутри комнаты все еще узнаваемы, но полы превратились в волны песка. Это похоже не на заброшенный город, а на место, которое медленно стирают прямо во время просмотра. Калманскоп опустел, когда закончились алмазы. Следующий город умер после того, как мир научился получать его главное богатство другим способом.
чилийской пустыне Атакама сохранился целый рабочий город Хамберстон. Здесь добывали селитру, вещество, из которого производили удобрения и взрывчатку. Вокруг предприятия выросли жилые кварталы, магазин, школа, театр и огромный бассейн, собранный из металлических листов. Но развитие синтетических удобрений разрушило экономику таких поселений. Предприятие закрылось в 1960 году, и город остался пустым. На панорамах Хамберстон выглядит подозрительно целым. Есть улицы, сцена, ряды кресел и вывески, но нет обычного городского шума. Именно сохранность делает его тревожным. Кажется, будто население исчезло одновременно, оставив готовую инфраструктуру для жизни. Сейчас это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и музей тяжелой истории рабочих, а не просто город-призрак. В Хамберстоне людей вытеснила экономика. В Вилья Эпекуэн они оставили дома за считанные часы, когда вода начала подниматься прямо на улицах. Когда-то Вилья Эпекуэн был популярным курортом у Соленого озера. В ноябре 1985 года защитная дамба не выдержала, и вода пошла в город. Сначала она заполнила улицы, затем поднялась над крышами. На долгие годы Эпекуэн исчез под озером. Примерно четверть века спустя вода начала отступать. Из нее вышли белые скелеты деревьев, разрушенные дома, лестницы, ведущие в никуда, и автомобили, покрытые солью. Один бывший житель, Пабло Новак, вернулся и долго оставался единственным человеком среди руин. Он умер в 2024 году. Теперь панорамы показывают город уже без последнего постоянного жителя. Самое неприятное здесь не разрушение. На некоторых улицах все еще можно понять, где был тротуар, двор или гостиница. Карта показывает не древние руины, а современный город, который вода временно спрятала, а затем вернула мертвым. Природа способна оставить после себя пугающе красивые руины, но на следующем уровне разрушения создавали люди. И некоторые улицы сохранили форму того дня, когда обычная жизнь на них закончилась. Старый Бельчите был разрушен во время одной из самых тяжелых битв гражданской войны в Испании. Бои продолжались с 24 августа по 6 сентября 1937 года и оставили тысячи погибших и раненых. После войны рядом построили новый поселок, а старые улицы решили не восстанавливать. На карте два Бельчите существуют почти рядом. Один живой, другой без крыш, окон и жителей. В руинах все еще видны башни церквей, арки и главная улица. Это редкий случай, когда панорама позволяет одним движением перейти от современного города к месту, застывшему в войне. С Бельчите связано множество историй о голосах и выстрелах, но доказывать их не нужно. Настоящие следы артиллерии видны на стенах. Реальная история здесь намного страшнее любой записи с психофонией. Бельчите оставили как символ войны, но следующий населенный пункт сохранили почти как вещественное доказательство одного преступления. «10 июня 1944 года подразделение СС вошло во французскую деревню Орадур-Сюрглан. Мужчин отделили от женщин и детей. К концу дня были убиты 642 человека, а деревню сожгли. После войны руины не снесли. Рядом построили новый Орадур, а старый сохранили как мемориал. На панорамах видны ржавые автомобили, остатки домов, трамвайные провода и пустые витрины. Эти предметы не были расставлены художником. Они остались там, где закончилась обычная жизнь деревни. Орадур часто попадает в подборки жутких заброшек, но так его легко превратить в декорацию. Правильнее смотреть на него как на свидетельство. И здесь страшно потому, что мы точно знаем, кто пришел в деревню и что произошло после этого. Орадур хранит один конкретный день. В японском Намие панорамы сохранили целый город таким, каким он остался после невидимой угрозы. После землетрясения, цунами и аварий на АЭС Фукусима-1
в марте 2011 года, жители Намие были эвакуированы. Город остался в зоне, куда долгое время нельзя было вернуться. В 2013 году по приглашению мэра Томоцу Бабы машины Google проехали по пустым улицам. Поэтому эти кадры не случайная находка и не развлечение для любителей заброшек. Панорамы создавали в том числе для жителей, которые хотели снова увидеть свои дома. На снимках стоят закрытые магазины, велосипеды, школы и перекрестки без людей. В некоторых местах можно переключить годы и наблюдать, как город менялся после эвакуации. Намие пугает отсутствием видимой причины. Нет лавы, огня или монстра. Улицы выглядят почти безопасными. Но именно невидимая опасность заставила десятки тысяч человек оставить все, что камера теперь показывает нам, без их присутствия. В Намие камера двигалась по нормальным дорогам. Ниже начинаются места, куда автомобиль Google не доедет. Остров-крепость, бетонная могила ядерных отходов и сад из тысяч разлагающихся лиц. Хосима – маленький остров у Нагасаки, окруженный бетонной стеной. Издалека он напоминает военный корабль, поэтому его называют Гунканзима – остров-линкор. Кстати, в предыдущем моем видео вы уже могли видеть это место. Оно было в айсберге самых странных сайтов интернета. Обязательно посмотрите это видео по подсказке выше в правом углу. Я уверен, что оно будет вам интересно. Под островом добывали уголь. На клочке земли построили многоэтажные дома, школу, больницу и магазины. В период расцвета здесь жили больше 5000 человек. Когда шахту закрыли в 1974 году, население покинуло остров. Обычная машина Street View сюда не могла попасть. Google использовал рюкзак-трекер, чтобы пройти по разрушенным коридорам и участкам, закрытым для туристов. На панорамах квартиры открыты морскому ветру, лестницы заканчиваются обвалами. А весь город сжат бетонной стеной посреди воды. Хосима пугает полностью. И тут не несколько домов. Это целый вертикальный город, из которого одновременно исчезла вся человеческая функция. Хосима окружен стеной, чтобы защититься от океана. На следующем острове бетон должен защищать океан от того, что находится под ним. На острове Рунит находится гигантский бетонный купол. Местные называют его гробницей. Под ним лежат радиоактивные отходы, собранные после американских ядерных испытаний на атолле Энивиток. В конце 1970-х военные поместили больше 100 тысяч кубических ярдов загрязненного грунта и обломков в кратер от взрыва, а сверху залили бетонную крышу толщиной около 45 сантиметров. Дно кратера при этом не было изолировано. На Google Maps купол хорошо виден со спутника. Рядом могут быть доступны пользовательские 360 снимки. По бетону проходят трещины, а повышение уровня моря вызывает тревогу у жителей островов. Американские ведомства утверждали, что окружающий грунт местами загрязнен сильнее содержимого купола, поэтому оценка непосредственной угрозы остается спорной. Но визуальная метафора уже страшна. Ядерное наследие накрыли крышкой и оставили у самого океана. Рунит выглядит стерильно. Бетон, океан и почти идеальный круг. Следующий остров устроен противоположно. Каждый метр там занят предметами, которые когда-то имели человеческие лица. В каналах Сочемилька есть небольшой остров, где на деревьях, стенах и проволоке висят сотни старых кукол. У многих нет глаз, рук или головы. Пластик потемнел от солнца, а пустые глазницы заросли паутиной. Согласно местной легенде, смотритель острова Хулиан Сантана-Баррера нашел тело утонувшей девочки, а затем повесил найденную куклу, пытаясь успокоить ее дух. Десятилетиями он продолжал собирать кукол. Однако подтверждений ключевым деталям этой истории мало, поэтому честнее называть ее легендой, а не установленным фактом. Google включал остров в подборке жутких мест Street View, а на карте доступны 360 панорамы. Их эффект строится не на внезапном появлении.
Куклы уже смотрят в камеру со всех сторон, и чем дальше двигаешь панораму, тем больше лиц обнаруживаешь за пределами первого кадра. Куклы пугают, потому что напоминают людей. На последнем уровне этот защитный слой исчезает. Здесь камера показывает места, где человеческие останки стали частью архитектуры, экспозиции и памяти. Под кладбищенской церковью в чешском Седлице находится часовня, украшенная человеческими костями. Из них собраны гирлянды, гербы, пирамиды и огромная люстра. По распространенной оценке здесь находятся останки примерно 40 тысяч человек. Кладбище стало особенно востребованным после Средневековья, а затем заполнилось жертвами эпидемий, голода и войн. В 19 веке Решек Франтишек Ринд получил задачу упорядочить кости и создал композицию, которую видят посетители сегодня. Седлец часто называют страшной церковью, но ее смысл ближе к моменто мори, напоминанию о смертности и равенстве людей перед смертью. И самый сильный момент здесь – люстра, в которой по описаниям использован каждый тип кости человеческого тела. В Седлице кости превратили в символ. В следующем месте умерших не разобрали на элементы. Их оставили почти в человеческом облике, словно население подземного города. Под монастырем Кацупинов в Палермо тянутся галереи, вдоль которых стоят и лежат мумифицированные тела. Первые захоронения появились здесь в конце 16 века. Со временем место стало престижным не только для монахов, но и для состоятельных жителей города. Тела распределяли по категориям: мужчины, женщины, дети, священнослужители, представители разных профессий. В галереях сегодня находятся около 2000 мумий и скелетов, хотя за всю историю через катакомбы прошло значительно больше останков. Самая известная мумия – двухлетняя Розалия Ломбарда, умершая в 1920 году. В интернете часто распространяют видео, где кажется, будто она открывает глаза. Но подобные рассказы не нужны. Тут страшнее само устройство катакомб. Посетитель идет по коридору, а умершие жители Палермо смотрят на него с обеих сторон, сохраняя одежду и остатки индивидуальности. Мы привыкли считать самым страшным то, что выглядит нечеловечески, но последнее место почти не отличается от обычной школы. В этом и состоит его ужас. Все произошедшее здесь сделали не призраки и не неизвестные существа. Снаружи Туоль-Сленг действительно похож на обычную школу. Несколько светлых корпусов, внутренний двор, балконы и классы. До прихода красных кхмеров это и была школа. Затем здание превратили в тюрьму С-21. По данным ЮНЕСКО, через нее прошли более 18 тысяч заключенных и членов их семей. Людей фотографировали, допрашивали и пытали, большинство затем убивали. После падения режима помещение сохранили как музей геноцида. На Google Maps можно увидеть двор и панораму музейного комплекса, но здесь важно не превращать просмотр в виртуальный аттракцион. За дверьми находятся камеры, металлические кровати, фотографии заключенных и документы, которые помогли установить личности жертв и преступников. Это дно айсберга не потому, что Туоль-Сленг выглядит эффектнее остальных. Наоборот, оно показывает, как легко обычное место, школа в центре города, может стать системой уничтожения людей. Самый страшный объект на карте иногда не прячется в пустыне или на далеком острове. Он стоит посреди города и выглядит знакомо.